Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня у нас будет вечная классика, нежный, тающий во рту воздушный Наполеон. Начнем приготовление торта с заварной основы для крема, так как ей нужно остыть перед тем, как мы будем собирать весь торт. К 2 яйцам добавляем 100 грамм сахара, яйца у меня крупные. Сюда добавляем еще 20 граммов ванильного сахара, 25 граммов муки и 25 граммов крахмала. Венчиком перемешиваем до абсолютно однородного состояния, без комочков. Добавляем сюда 400 грамм молока и опять-таки размешиваем до полной однородности. Ставим на умеренный огонь и варим до загустения, постоянно помешиваем. Вот такой густой получается крем, обязательно его постоянно помешивайте и варите на умеренном огне, чтобы он у вас не подгорел. Провариваем до появления первых булек и потом буквально секунд 10-20 и выключаем. Чтобы крем быстрее остыл, его можно поставить в холодную воду вот так вот и периодически помешивать, чтобы процесс остывания шел быстрее. Если уже у вас есть много времени, то вы можете его приготовить, накрыть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре остывать до комнатной температуры. Для теста берем 400 грамм муки, добавляем половину чайной ложки соли и перемешиваем, чтобы хотя бы немного она распределилась более-менее равномерно. Берем 200 граммов масла из морозилки, оно обязательно должно быть ледяным, чтобы тесто в итоге у нас получилось слоистым. Вместо масла вы можете использовать маргарин. И натираем масло на крупной терке. И вот так вот каждый раз обваливаем масло в муке и натираем. Работаем очень быстро, чтобы масло не успевало таять от теплоты наших рук. Вот такая получилась у меня крошка. Она неравномерная, так и должно быть. Меньше трогайте ее руками, чтобы у нас масса не нагревалась. Добавляем сюда одно яйцо и 200 грамм сметаны. Сметана у меня жирностью 15%. И теперь лопаточкой сначала все перемешиваем. Яйцо и сметана тоже обязательно должны быть очень холодными, из холодильника. И теперь объединяем руками тесто в ком. Не вымешиваем, а просто объединяем. Чем меньше мы его трогаем, тем лучше для теста. Вот видите, оно получается такое неравномерное. И уже, по-моему, даже видно, что оно слоистое немного. Так, всего получилось 831 грамм теста. Тесто я разделила на 10 частей, весом приблизительно 80 с чем-то граммов каждая. Чем меньше вы трогаете тесто руками, тем лучше. Вот не надо его жамкать, мяшкурить, вымешивать. Вы делаете ему хуже, и оно будет не таким у нас слоистым, как может быть, если этого всего не делать. Ставим в холодильник на 1 час. Пергамент хорошо посыпаем мукой. Берем отдельный шарик теста, остальное тесто оставляем в холодильнике. И раскатываем аккуратно скалкой. При необходимости присыпаем мукой, чтобы у нас тесто не прилипало к скалке. Раскатываем максимально тонко. Я буду делать коржи диаметром 20 сантиметров. Вы можете раскатать чуть больше, но помните, что при выпечке коржи еще немного уменьшатся в объеме, поэтому раскатывайте больше, чем 20 сантиметров. Примеряем формочкой, остается еще много по краям. Выпекаем в духовке заранее прогретой до 200 градусов приблизительно 7-8 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, корж должен хорошо зарумяниться. Также часто протыкают вилочкой, но я этого не делаю, потому что я сегодня хочу, чтобы коржи были такие более слоистые, воздушные и хрупкие. Готовый корж продавливаем формой. Очень удобно для этого использовать вот такое разъемное кольцо. Также можно просто взять блюдце, или хорошо для этого подходит крышка от сковородки. Она хорошо продавливает. Все, готово. Вот такие у меня получились нежные, хрупкие, воздушные коржи. С ними нужно обращаться очень и очень нежно, иначе они могут поломаться. И вот смотрите, сколько обрезков. Вот такие светленькие обрезки я еще подсушу и немного подрумяню в духовке, потому что мне нравится, когда обрезки такие румяные, мне так вкуснее. Займемся кремом. 200 грамм сливочного масла жирностью 82%, комнатной температуры, взбиваем до пышности. Тонкой струйкой вводим сюда сгущенное молоко.
Сгущенное молоко обязательно должно быть тоже комнатной температуры. И продолжаем взбивать. Заварная основа у нас тоже уже теперь комнатной температуры. Это тоже очень важно, чтобы все три ингредиента, сгущенное молоко, сливочное масло и заварная основа, были комнатной одинаковой температуры. И теперь мы тоже постоянно взбивая, добавляем небольшими порциями заварную основу к сгущенке с сливочным маслом. Вот такой у нас получился прекрасный воздушный крем. Немного крема на дно тарелки, чтобы у нас торт хорошо держался. И выкладываем первый корж. На него немного крема. Разравниваем. И теперь немного измельчим обрезки, которые будем использовать для декора торта. Слишком сильно я не измельчаю, мне нравится, когда они такие еще более-менее крупные. Чтобы обрезки были вкусными, я добавляю к ним немного сахарной пудры и вот так вот перемешиваю. И украшаем торт. И теперь этого красавчика я поставлю в холодильник буквально на 2 часа, чтобы крем схватился и он лучше держал форму. Давайте нарезать. Слышите? Это хрустящий Наполеон. Посмотрите, какие красивые коржи. И сколько крема. Сейчас я буду есть. Чай приготовила, давайте пробовать. Коржи хрустящие, крем еще не застыл. Все как и должно быть. Я обожаю Наполеон. Я обожаю Наполеон в любом виде. Я обожаю пропитанный Наполеон с хрустящими коржами. Это просто очень и очень вкусно. Торт простоял в холодильнике целую ночь. Он хорошенько пропитался. Сейчас я вам покажу, каким он стал. Вырезаем с центра маленький кусочек. Как видите, коржи уже не хрустят. Крем хорошо держит вместе все коржи. И смотрим. Посмотрите, какой отличный пропитанный Наполеончик. Теперь давайте попробуем пропитанный Наполеон. Обожаю в любом виде, просто я Наполеономан. Напишите в комментариях, какой Наполеон любите больше вы, пропитанный или же с рассыпчатыми коржами. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.